Это была какая-то действительно странная атмосфера. Мы повсюду чувствовали запах смерти, и все выглядело даже по-настоящему мертвым. Работали судмедэксперты, полиция работала на месте, и тогда люди выходили из своего района, я имею в виду из своих домов, собирались вместе и спрашивали, что происходит в других местах. И там тоже работали журналисты. Так что на самом деле существовало своего рода маленькое сообщество, пытающееся разобраться в том, что произошло с мертвыми телами. Большая братская могила была расположена рядом с церковью, где тогда следователь проводил эксгумацию. И тогда это была действительно очень, очень тяжелая атмосфера. Может быть, первую неделю, дней 10, а потом, после того, как начали приезжать люди, которые были за границей, все изменилось. И поэтому я решил ездить в Бучу каждый месяц. Так, с марта 2022 года я был в Буче, затем в апреле, мае, июне, июле, сентябре, октябре, и ноябре и до января этого года. Но я хотел задокументировать даже реконструкцию, изменения города. Как менялась окружающая среда от зимы к весне и к лету. И я хотел дать возможность людям из Бучи по-прежнему рассказывать свою историю, а также показать в своих фотографиях город, отличный от того, что видел весь мир. Это тоже своего рода один из проектов для меня, важный, который я стараюсь делать во время этой войны. Особая миссия для фотографа на войне. Возможно, есть несколько миссий, но одна из них, над которой я также пытаюсь работать, это показать обычное в том, что обычно считается экстраординарным, в таком явлении, как война. Да, война — это экстраординарное явление, но я стараюсь показать ее через вещи, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни, но в необычных обстоятельствах. Моя цель — тронуть людей, которые действительно далеки от этого. Даже вот эта фотография парня, сидящего с телефоном в своей квартире. Он может быть кем угодно, но только не в этом контексте. Этот парень находится посреди разрушенного здания. Таким образом, через пленку можно передать чувства людей, живущих в одной повседневности, людям, которые живут в другой. И тогда, документируя войну, можно донести всеобщее послание. На самом деле, главное — это документировать, чтобы мы ничего не забыли. Чтобы люди через несколько лет не могли сказать, что мы не знали или мы не помним. И даже если ты что-то забудешь, то, по крайней мере, всегда будут фотографии, способные вернуть память. Так, это обложка французской газеты «Либерасион». Этот снимок я сделал 2 марта в Буче.
Эта девушка была сфотографирована на вокзальной улице. Где за 2 дня до этого колонна российских военных была уничтожена украинским беспилотником «Байрактар». Я сфотографировал симметрию разрушенного танка и всего остального. Здание также было разрушено. Это было что-то вроде хирургической операции. Как будто удар действительно был нанесен по точному месту, когда российские войска уже разместились в домах. Так что украинским военным тогда было легко нацелиться на эту позицию. Фото было снято утром. И те немногие люди, которые еще оставались в городе, тогда прогуливались по улице, делая снимки или комментируя и рассказывая друг другу о последних новостях. И там эта девушка действительно пыталась понять, что произошло. Но после этого я сожалею, что даже не подошел и не поговорил с ней. Мы вроде как всегда документируем до и после, но на самом деле не в момент, когда события происходят. И когда мы оказываемся на месте, мы наблюдаем последствия. Тогда у нас, возможно, есть фрагменты свидетельств того, что произошло. Как добраться из одного места в другое после, зависит от дороги, зависит от контрольно-пропускного пункта. Если военные силы Украины позволят нам работать в конкретной зоне в конкретное время. И я был в Херсоне на следующий день после освобождения города. Я также работал в Чернобыле еще немного, может быть, через месяц после освобождения территории. Но каждый раз это отдельная история для каждого города. Буча находилась в оккупации 1 месяц, но Херсон находился в оккупации 8 месяцев. И это немного другое дело. И стратегия тоже была другой. Так что действительно интересно быть в тех местах, в те конкретные моменты. Каждый день все меняется. В первые дни мы видели эти уничтоженные танки, трупы, мертвые тела или разрушения и так далее. И если вы приходите примерно через 5 дней, даже можете не увидеть, что что-то произошло. Поэтому действительно важно задокументировать все в эти первые дни, так как все быстро исчезнет.